Друзья, сегодня у нас среда, 14 мая. Давайте посмотрим график. Растем мы. Так, до сих пор и безоткатно. Да, сейчас у нас какая-то тут консолидация нарисовалась. Где я буду брать колы. Ну, то есть условно длинные позиции. Но я в опционах буду брать. Ну, сути это не меняет. 99 где-то, да? И здесь уже довольно-таки долго безоткатно растем. Да, все блогеры там иностранные зазывают в лонг. Сейчас будет 120, 200, 300, 500, 700 там. И у кого на что фантазии хватает. Да, долго это обычно не длится. Ну, я имею в виду до коррекции. Рост может быть, мы, конечно, можем и на 170 прийти, на 200 прийти, неважно. Но как бы движение должно быть более-менее какое-то адекватное. Да, либо мы сейчас уходим в эту коррекцию, да, либо мы все-таки будем делать перехай, тогда я буду смотреть позиции где-то от 115, 110, 115, вот где-то вот в этом диапазоне. Там дальше, естественно, так как это будут уже исторические хаи, ничего нет, там ни к чему особо не привяжешься, да, пока мы там что-то не наторгуем, какие-то уровни там, и так далее. Поэтому, ну, примерно оттуда буду брать. Но я беру опционы, то есть я делю там депозит там на условно 10 частей, да, если даже я там не угадаю, да, ничего страшного не случится. То есть, а при коррекции на 10% у меня как бы будет по опционам условно x10. То есть у меня там риск-прибыль, как бы они адекватные риску. Я имею в виду, если как бы они сгорят, то ну, ничего страшного сильно не случится. Вопрос как бы, ну, в потере времени. То есть это я могу там 2 недели сидеть, там перезаходить эту коррекцию, ждать. Ну, как бы здесь сейчас я длинные позиции не хочу брать. Ну, потенциал, конечно, есть, да, мы можем там условно сходить на 110-115. И да, я там тоже заработаю. Ну, пока не знаю, я что-то вот не уверен. Совсем скорректироваться бы нам было бы неплохо. Куда-нибудь даже вот в район 97. И там я уже буду смотреть позиции, возможно, даже в обе стороны. Ну, то есть у меня сейчас короткие и так есть они. И вот здесь я уже буду как бы, ну, чтобы мне захеджиться, да, я буду просто брать в обе стороны. Ну, то есть если мы пойдем все-таки там на 88, да, будет неплохо. Либо пойдем вверх уже там хаи обновлять, как бы тоже будет неплохо. То есть у меня сейчас немножечко набора позиций, логика другая, никак на фьючах. Так, ну, с биткоином более-менее все понятно. Так, на рынке как бы новостей никаких нет. И вот мы пытаемся как бы долбиться сюда. Я все-таки надеюсь, ну давно не было проливов, и позиции бы скинуть не мешало, да, как обычно у нас проливы там бывают в основном, да, там на баксов 10 отсюда были, там раз, ну здесь поменьше, там здесь практически 10, да, сколько, 102, даже побольше, здесь, ну то есть когда мы каких-то пиков достигаем, здесь, да, вот 104, 91, даже чуть побольше. Они бывают, да, там задерг, потом раз и начинает потихоньку скидывать. Это все разгружаться крупняк. Ну, то есть, что это такое? Условно все поверили в рост, да, здесь кто-то начинает разгружаться. Раз, разгрузился, как бы остановились. Народ как бы, о, коррекция, отлично, все, мы бежим, покупаем. Опять покупают, здесь как бы потихоньку разгружаются опять же. Здесь опять кто-нибудь крупный там выйдет, как бы бах, в рынок. По рынку опять сюда пришли.
Опять здесь покупатель это активизировал. Ну и так вот они разгружались вот так здесь. Довольно-таки быстро. Ну, пока как бы и людей здесь стало как бы намного меньше, кто выкупал. Ну, потому что все уже понабрали вот здесь. Они же здесь лонги же не закрывали. Ну, умные-то, может, и закрывали, да, вот это движение поймают, как бы выйдут, да, кто только в одну сторону работает. Здесь поймали, вышли. Ну, все, а здесь не хватило сил. Ну, либо продавец был как бы с большими объемами, может, еще и шорты набрали. И все, не удержали и покатились. Но все равно здесь же более-менее понятная структура, да, пролились, окей, быстро. Быстро откупили, здесь опять шорты набрали и как бы, ну, хотя бы какими-то волнами. А здесь раз, здесь держат, два держат. И сколько там коррекция? Да, считай, что нет никаких коррекций. Что это за коррекция? И все. Ну, здесь хотя бы было понятно, да, там долгое накопление было, там Трамп выиграл, все, о, сейчас мы полетим куда-нибудь в космос, альтсезон, конец года там и так далее. И то мы здесь же постояли-то сколько? Конец ноября и конец февраля. 3 месяца. Вот здесь мы находились. Шла разгрузка, поэтому особо торопиться не стоит. И будем вот примерно так вот. Риски свои распределил я. Примерно так буду действовать. У меня, в принципе, есть еще. Единственное, до 16-го они как бы бесплатные путы, но как бы они есть. Но они там совсем с дальним страйком, как бы не знаю, и их навряд ли уже успею как бы закрыть. Даже если на 10 баксов сейчас это все провалится, до 93, ну, может я их как бы закрою, что-то там заработаю. И есть, но очень маленький объем, у меня сотые есть путы, еще там какие-то. Так, давайте по эфиру посмотрим. Ну, по эфиру я бы как бы куда-то вот сюда бы и смотрел 2300 пока. Там по-любому появится покупатель. И это все будут выкупать. То есть я не думаю, что мы прям сразу вот сюда. Ну, это какой-то инфоповод должен быть прям такой интересный. Чтобы мы на 1900 провалились. Уровни понятно. Еще эту наклонку также можно смотреть. Ну, здесь я буду фиксироваться. И, наверное, ребалансировать позиции. Как бы путы у меня тоже есть. И здесь уже буду, ну, скорее всего, набирать в обе стороны. Потому что мы либо пойдем вниз, ну, более-менее нормально, да, движение, либо пойдем опять вверх. Думаю, что пойдем мы вверх. Будет народ покупать. Как-то так. Ликвидации. Стоит посмотреть, их нет. Ну, падаем-то что-то не падаем нифига. Как эфир может падать. Ну, вот сюда хотя бы. Хотя бы что-то куда-то вот сюда. Было бы неплохо. Так, у нас уровень есть, мы за него вышли, ретест, да, попытались порасти. Ничего у нас не получилось. Мы как бы под него опять зашли. Сейчас ретест. Ну и вот посмотрим, сейчас будет отрабатывать или нет. Я бы как бы, ну, хотел большое движение какое-то относительно. Хотя, что большое-то здесь? 200-250 пунктов, как бы эфиру. Это там за час он может ливануть сюда. Ну, будем посмотреть, как говорится. Новостной фон там только по нефти запасы.
Больше ничего нет. Ну, ликвидация, давайте посмотрим. Опять ничего там не поменялось. Там то, что было, то и осталось. Эфир 30 дней. Открываем, да, что у нас там? На 2, до 2, 150, да, там 4 ерда. Здесь 1,2. Ну, вверху там только шорты, вот кто-то как бы сейчас до сих пор шортит, как бы, я думаю, что старых там никаких позиций не осталось. Потому что падение было большое, и ничего там вверху, как бы там в районе 3000 там и выше ничего там нет. По битку. По битку я тоже сильно сомневаюсь, что там наверху что-то есть, там какая-то ликвидность там за 110. Только новое, вот кто там в шорты заходит, набирает, как бы больше ничего там нет. Ну, на чем бы мы сильно полетели. 4, а здесь до 90. Получается 16. Как-то так. Ладно, ребята, все, до завтра. Будем посмотреть, что нам рынок предложит.